Всем привет. Меня слышно? Надеюсь, все нормально работает. Если слышно, поставьте плюсики в чат, чтобы я убедился, что все нормально. Все отлично. Всем еще раз здравствуйте. Начнем
обзор прошедшей торговой недели на NASDAQ. Прежде чем начнем обзор, хотел бы вернуться в историю на прошедший наш выпуск, на прошедший обзор недели, где я в конце недели давал свой прогноз по отношению к будущей неделе, то есть к этой торговой неделе. Сейчас, минуточку. Так. Пока что. Со следующей недели начнется Q1 нового месяца. И, скорее всего, это будет с аккумуляцией эта неделя начнется. То есть месяц начнется, первая неделя месяца начнется с аккумуляцией. Дальше уже манипуляция может быть. Во всяком случае, пока надо смотреть на первую неделю, как она будет сформирована. И, исходя из него, можно будет делать прогноз по отношению ко всему месяцу. И этот прогноз я давал. И как раз-таки эта неделя, как мы все с вами видели, убедились, эта неделя была в аккумуляции. Прошла полностью в аккумуляции. И прогноз прям точно отработал. И это говорит о том, что все ценовое движение, даже в отрезке недели, месяца, можно заранее прогнозировать, если знать, как работает алгоритм. И поэтому, зная заранее, прогнозируя заранее, да, когда есть у вас уже есть идея, вам будет проще ориентироваться на рынке, потому что у вас уже будет bias, у вас уже будет предрасположенность. Звук плохой. Так. А теперь лучше звук. Еще раз проголосуйте или проответьте насчет звука. Как качество звука у вас? Нормально слышно, нет? Или сделать громче, либо тише? Что нет? Звука нет вообще? В чате пишут то, что хорошо слышно. Все отлично, значит, звук нормальный. В чате пишут, что звук хороший. Дальше продолжим. Итак, еще когда не было вот этого всего движения, я прогнозировал, что эта неделя будет в консолидации. В консолидации. Как мы видим, вот эта неделя, она прошла полностью в консолидации, только конец недели мы пробили. А до этого цена прям находилась в консолидации. Итак, по поводу понедельника, да, сейчас давайте начнем с понедельника. Вот понедельник, начнем с дневного байеса. Дневной байес. Анализ надо всегда начинать со старшего таймфрейма. С недельного, вообще с месячного, с недельного, потом дневного. Недельный просто я не буду переходить на недельный, потому что он и так ясен. На неделе мы стоим строго на бычьем тренде. У нас бычий тренд. Так. Вот. Индекс Dow Jones, сейчас S&P 500. Вот. Есть. Теперь смотрим.
Это пятница. В пятницу S&P 500 и Dow Jones, они закрылись внутри рейнджа четверга. Только NASDAQ, он закрылся телом ниже этого уровня. Вот так было. Вот тело здесь осталось за рейнджом. Но мы сформировали SMT. Это NASDAQ, а это S&P 500. Это уже самый сильный сигнал, это подтверждение, что разворот уже сформировался. То, что мы здесь, цена хотела сделать, все уже сделано. И теперь будет разворот тренда. С медвежьего будет переходиться на бычий тренд. Это сигнализирует именно об этом. Пятница. Значит, понедельник, по отношению к понедельнику, байс у нас бычий. Так, перейдем на младший таймфрейм. Если у вас нету определенного байса, я всегда рекомендую не торговать в понедельник, посмотреть, как вообще понедельник будет выстраивать эту неделю. Потому что начало недели дает очень сильный сигнал о том, что как будет вся неделя формироваться. Если вы знаете, как это читать, алгоритм — это самый первый сигнал. То есть с понедельника вы можете заранее знать, что будет твориться у вас внутри этой недели. Целый цикл можно определить. Итак, значит, байс у нас бычий. Азию не торгую. Лондон тоже, потому что там нечего будет ловить. Вот единственное, самое лучшая сессия — это нью-йоркская сессия, когда цена делает сильные импульсные движения, и там можно заработать за короткое время очень большие РР. Итак, сейчас прокручу до 9:15. Привет всем. Так, вот 9:15. Что мы здесь нарисовали? До 9:15. Что мы имеем к этому моменту? К этому моменту, смотрите, Азия создала рейндж, Лондон зачистил азиатский sell side. В Dow Jones то же самое. S&P 500 то же самое. Зачистили sell side. И дальше пошло только расширение в одну сторону. То есть тут, можно сказать, манипуляция дня, она уже была выполнена. Так, сейчас я True Open отмечу. True Open. И здесь мне нужно... Это можно не отмечать, ладно. True Open. Вот, True Open дня. Midnight Нью-Йорка. Этот уровень очень важный в анализе. Этот уровень, он считается как бы якорем в течение дня, чтобы определить, как будет формироваться ваш текущий день. И обычно, если манипуляция дня происходит в дискаунте от True Open, то день будет расширяться в бычьем направлении. Если наоборот, если манипуляция происходит в премиуме, то день будет расширяться в медвежьем направлении. И как мы видим, здесь это True Open, вот наш уровень, и манипуляция дня была с дискаунта. Так что здесь уже можно определить байс. Плюс у нас есть байс предыдущего дня, бычий. И я жду здесь продолжение в бычьем направлении, в открытии Нью-Йорка. Но мы здесь уже и так сместились с премиум, мы забрали buy-side пятницы. Так, и мой первый трейд здесь был, вот он.
Так, это 6-е, понедельник. И время здесь неправильно, плюс 5 стоит. С открытием Нью-Йорка я зашел в шортовом направлении, и первый таргет были вот эти равные лои. Первый take profit. Если цена дальше двигалась вниз, то следующий таргет вот я отметил. Так, давайте посмотрим, что было здесь у нас. Так, перейду на минутный таймфрейм. Осталась минута до открытия Equity Нью-Йорка, вот оно. К этому моменту мы уже здесь сформировали, если вы обратили внимание, SMT-дивергенцию. Да? Так. Вот здесь, смотрите. NASDAQ, он обновил хай пятницы, мы зачистили ликвидность вот здесь. Но S&P 500 он не добрал. Вот. Здесь у нас уже есть SMT Direction. И поэтому это, учитывая это, я здесь искал позиции в шортовом направлении до ближайшего таргета, до ближайших равных лоев. Так, здесь, значит, был вход тут, потом здесь добрал. 8.29, давайте прокрутим. Вот здесь Нью-Йорк открылся. И тут я вошел в первую, так, в позицию. Открыл позицию в шорт. И таргетировался на вот эти равные лои. Вот эти. Вот тут был таргет. А, нет, вот. Очевидный таргет, вот видите. Самые ближайшие равные лои. Вот они. Полка ликвидности. Затем уже вот эти равные были. Так, минутный таймфрейм. Стоп за этот хай. И тейк сюда. Минутка есть. И тут смотрите, первый имбаланс, который сформировали после открытия Нью-Йоркской сессии, вот он. Этот имбаланс, он называется First Presentation Gap, то есть First Presentation Fair Value Gap после открытия Нью-Йоркской сессии. Этот уровень, он очень сильный уровень. Обычно цена, в большинстве случаев цена не может пробить этот уровень. То есть отсюда можно выполнять входы в направлении вашей идеи, в направлении вообще пробоя. Если так посмотреть, вот тут у нас был уже слом структуры, мы закрылись телом, здесь был MSS, Market Structure Shift. Вот он. Закрылись телом, образовали имбаланс. До этого сняли вот эти равные хаи, то есть получается здесь у нас был Turtle Soup. И это все в совокупности нам дает модель входа А+. В ICT концепции А+ модель. А+ модуль. Может кто-то из вас слышал, может быть не это. Если нет, я рекомендую посмотреть в YouTube ролики. Много роликов именно, где описывается торговля по этой модели. Очень простая модель. Нужно, чтобы в первую очередь забрали ликвидность, сформировали SMT-дивергенцию, а потом слом структуры, и ваш таргет всегда будет равный
относительно равные лои либо хаи. Ничего сложного. Вот. Тут я работал по модели А+, и таргетировался на этот лоу. И вот как мы видим, здесь цена делает тест, и я здесь открываю еще одну сделку, добавляю позицию с таргетом сюда же. И давайте посмотрим, что было дальше. Есть, наш таргет отработал. И как мы видим, смотрите, уровень First Presentation Gap, первый гэп после открытия нью-йоркской сессии, он прям отлично удержал цену. Ни одна свеча не смогла пробить этот уровень. Все отработало четко. И первый профит у нас есть. Теперь, что сделала при этом цена? Смотрим. Мы здесь сформировали SMT-дивергенцию опять. Вот тут S&P 500, он сделал откат вглубже в дискаунт, а NASDAQ сделал фейл. Можно прям вот отсюда, с этого свинга потянуть, и мы увидим то, что мы тут образовали SMT-дивергенцию. Тут можно было работать уже в лонговом направлении. Подтверждение здесь уже, смотрите, первое подтверждение, вот эта свеча, которая, последняя свеча, забирает ликвидность вот с этого свинглоу и отсюда. Вот эту ликвидность, да, забирает именно вот эта медвежья свеча. И уровень цист мы отмечаем либо серия этих медвежьих свечей, которая забрала в итоге ликвидность, либо самая последняя свеча, забирающая ликвидность, она и является основной свечой, откуда мы можем отмечать наш уровень цист, слома структуры через цист, changing state of delivery. Да? Как только свеча закроется целым над этим уровнем, да, у нас тут всегда чаще всего будет образовываться инверсионные имбалансы. Вот они. Вход можно будет выполнять от теста этих имбалансов, либо от имбаланса, который будет сформирован при сломе структуры. Чтобы сломать эту структуру, цена всегда в большинстве случаев делает одно импульсное движение, один рывок. Именно во время этого рывка создаются имбалансы, которые потом будут служить уровнями поддержки и зонами для входа вашего. Отсюда можно будет зайти при дальнейшем тесте. Вот видите, цена сделала тест этого имбаланса. Можно здесь открыть позицию уже в лонговом направлении, потому что у нас есть SMT-дивергенция. Это сигнал разворота тренда. И take profit самый ближайший будет high равный high. Вот здесь мы образовываем равные high. И потом этот swing high, который находится, образует здесь all-time high. Делаем так. Тут вошли. Стоп можем ставить за инверсионный имбаланс, либо за swing low. Вот, допустим, здесь наша точка входа. Стоп можем поставить вот сюда. Take сюда. У нас уже здесь будет 1 к 3. Можно вот так сделать. Вот 1 к 3 есть. Поймали стоп. Но теперь мы здесь сформировали SMT Momentum. Вот у нас есть SMT Direction. SMT Momentum это самый сильное подтверждение сильное подтверждение смены тренда. Вот. S&P 500 делает fail, NASDAQ делает lower low. И тут
мы можем уже заново войти. Прям так. Можно по рынку прям с этой свечи купить. Стоп опять за swing low. Таргет туда же. Начался ланч нью-йоркской сессии. Обычно эта сессия всегда бывает в аккумуляции, в консолидации, создается ликвидность. И есть отработка. И вот внутри лондонской, нью-йоркской сессии у нас 2 трейда, 1 стоп и 2 профита. И весь алгоритм ценового движения вот строится вокруг вот этого всего, то, что я вам сейчас объяснил. Ничего сложного. И следующий таргет может здесь добавиться. То есть, если вы здесь открыли, то частично закрываетесь где-то на 70%, может закрыться здесь. Оставшуюся позицию оставить стейком на этот хай. И он будет все равно забран. Цена заберет его, потому что цена уже внутри фазы расширения. А если расширения, они всегда связаны с ликвидностью. То есть цена обязана всегда дойти до ликвидности, значимой ликвидности. И вот, как мы видим, дошли до этой значимой ликвидности. У нас был бы вот RR 1 к 4. А если вообще вот тут поставили бы стоп за вот этот лоу, был бы 1 к 8. Потому что после SMT моментума это уже самый сильный сигнал подтверждения тренда. Итак, это был понедельник. Здесь мы отработали. Давайте посмотрим теперь, как наш понедельник закроется сейчас, чтобы определить байс следующего дня. Самый интересный момент. Видите, как только цена забрала, достигла своей цели, ликвидности, сразу разворот. Все. Миссия. Вот это движение фазы расширения. Expansion. Дистрибуция, еще по-другому, если называется. Оно всегда связано с ликвидностью. Как только цена достигнет ликвидности, она уже выполнила свою функцию. И тут вот закрылась PM-сессия. Можно теперь посмотреть наш дневной Daily Bias. Итак, смотрите. Мы забрали ликвидность пятницы. Вот. Но закрылись телом внутри рейнджа пятницы. Сформировали мы ли SMT здесь? Давайте сверимся с S&P 500. Как мы видим, да, у нас есть SMT. Вот оно. S&P 500 сделал фейл, не обновил пятницу, а NASDAQ обновил. Значит, bias по отношению к следующему дню, ко вторнику, у нас будет медвежий. Зная bias, будет вам проще всего уже торговать уже на следующий день. Самое сложное это определить bias. Это ошибка большинства трейдеров. Как только вы поймете, как нужно работать с определением байесом, там ничего сложного не останется. Так, теперь давайте пройдем на М15 и прокрутим наш новый день. Вот наш вторник. Азия у нас создала аккумуляцию. Лондонская сессия. Так, посмотрим, что было у меня здесь. Вот 7 число. В Нью-Йорке я зашел, значит. Окей, докрутим до Нью-Йорка. Так. Вот, отсюда.
Есть. Перехожу на М1. Блин, уже здесь Нью-Йорк прошел. Итак, еще раз посмотрим, сверимся. Так, я уже зашел здесь на хаях. Вот тут. Таймфрейм М1. Я здесь вот тут, значит, зашел. Вот на этой свече. Вот это вторая свеча. Опа. Вот тут уже вошел в шорт. Так, что для меня здесь стало подтверждением входить в шортовом направлении? Давайте теперь выясним этот момент. Так. Здесь S&P 500 на all-time high. Так. И NASDAQ тоже на all-time high. Посмотрим Dow Jones. Так, Dow Jones у нас еще внизу. Он не достиг своего, он не обновил all-time high. Это было первое. SMT между Dow Jones и NASDAQ. Было первое. Второе. Так как у меня bias от предыдущего дня, когда я делал анализ, был медвежий, то вот это все движение я интерпретировал как одноцельная аккумуляция. Это была фаза аккумуляции. Если исходить от анализа по ИПТО концепции, по ИПТО, то после аккумуляции у нас идет всегда манипуляционное движение. И вот это движение было манипуляцией, чтобы забрать вот эти таргеты. Поэтому я здесь уже смело открывал. После того, как вот эта свеча, она закрылась телом ниже предыдущей свечи, я уже здесь вошел в шортовом направлении. Так, давайте посмотрим, как цена действовала после открытия equity Нью-Йорка. Вот, открылся Нью-Йорк. Так, это М5. Да. Вот смотрите. Это М1. Я теперь перейду на М5. На М5. Видите, цена резко поднялась импульсивно и резко начала опускаться вниз. Вот эти свечи, вот эта свеча. То есть здесь уже было подтверждение, вот оно. Это свеча, которая последняя формирует у меня цист. Если брать серию свеч, то мне нужно вот отсюда очертить, а это уже будет невыгодный РР. Поэтому вот последнюю свечу беру имбаланс, который был сформирован от этой свечи. Это свеча displacement. Вот имбаланс. И что делает Нью-Йорк? Нью-Йорк, equity Нью-Йорка открывается, сразу делает тест этого имбаланса. Здесь можно, в принципе, открывать позицию. Еще одну. И телом свеча, вот она закрывается здесь, ниже уровня. Плюс у нас тут есть два диапазона инверсионных имбалансов. Вот инверсионный имбаланс первый. Это второй.
эти уровни должны удержать цену. Они не должны дать телам закрыться выше этих диапазонов. Вот у нас есть обычный имбаланс, инверсионный имбаланс. Перейдем на М1. Так. Плюс, давайте посмотрим, что сделал S&P. Смотрите. NASDAQ, он не смог так сильно пробиться вверх, но S&P 500 почти достиг вот этого all-time high. И смотрите, что делает, как работают эти диапазоны инверсионных имбалансов. Видите, цена хоть и фитилем протестировала, заполнила этот имбаланс, но телом они закрылись, свечи закрылись под уровнем инверсионного имбаланса. Это уже сигнал, можно было здесь открывать еще одну позицию в шорт. Мы получили подтверждение. И таргет, первый таргет, очевидный таргет, видите, вот эти равные лои, вот они. Вот этот полка ликвидности. Плюс это можно взять вот этот диапазон как оригинальную консолидацию по MMXM модели. То есть фаза Original Consolidation. Вот она. И таргет будет именно тут у нас. Take Profit 1. Так, вот здесь мой скрин с того дня, 7 число. Вот я входил здесь и отмечал первый мой таргет и второй мой таргет. Есть первый таргет мы забрали. Теперь смотрим. Смотрите, я перешел на М5. И как эти уровни, вот наш инверсионный имбаланс, видите, ни одна свеча не смогла пробить этот уровень. Только хвостами, то есть wick. Так, это на русском было. Wick, хвост. Хвостами свечей, да? Фитилями свечей. Вот эта свеча поднялась до сюда, чтобы забрать ликвидность. Вот. Чтобы забрать вот эту ликвидность. Вот. Забрали ликвидность отсюда, и потом все опять вернулись. И дальше эта свеча тоже забирает вот эти ликвидности над этими свечами. И опять внутрь, и тут расширение. Вот моя отработка. Здесь, когда цена достигла моего первого таргета, я зашел опять повторно. Уже здесь он был нацелен на вот эти равные лои. Ликвид Азии и Лондона. Когда цена достигла этого таргета, я зашел опять, открыл позицию, но уже с таргетом на NVOG. Гэп при открытии недели. NVOG. New Week Opening Gap. Был нацелен сюда. И вот как мы видим, все таргеты были отработаны. И RR тут был прям, сейчас я включу, New Week Opening Gap. Вот, гэп от какого? 6 числа. Открытие недели.
Вот цена дошла до сюда. И РР, вот сами видите, да, если даже отодвину свой стоп-лосс чуть выше, это будет по-любому большой РР. Вот. Если даже отодвинул бы сюда, здесь минимум 1 к 20 РР есть. И самое главное, моя идея отработала, да? У меня был байс шортовый, и вот явной ликвидности, работа чисто по ликвидности. У меня ориентир всегда. Ликвидность, она всегда будет подсказывать вам, куда надо двигаться, откуда надо делать анализ, на что смотреть. Ничего сложного, когда вы знаете алгоритм. Все, после этого я уже не торговал. Этого движения мне достаточно было. Начался ланч потом Нью-Йорка. И давайте сейчас посмотрим, как закроется этот день у нас. Все, можно теперь смотреть на Daily Candle. Итак, Daily Candle вот наш. Дневная свеча. Опять мы здесь образовываем что? Так. SMT дивергенцию. Вот она. Опа. Опа. Здесь мы делаем фейл. Видите? S&P 500 обновил этот лоу, NASDAQ сделал фейл. И телами свечи закрылись внутри рейнджа. Вот рейндж предыдущей свечи, и здесь вот рейндж предыдущей свечи. Мы закрылись внутри. Значит, по отношению к следующему дню, это будет среда, мой байс бычий. И я буду искать позиции в бычьем направлении. Если кому-то сложно дается, опять-таки, объединить всю концепцию ICT, потому что ICT, да, это нелегко, но ICT дает прям точные прогнозы. Если вы овладеете этой концепцией, то вот как вы видите, вот моя работа, вы будете ловить только самые длинные движения. А если кому-то из вас это сложно дается, то у меня есть специально разработанный курс, где я обучаю полностью всей концепции ICT и плюс квартальная теория. Я уверен, что больше нигде вы такого не найдете, потому что я сам обучался у нескольких трейдеров СНГшных, я видел, как они обучают, что они преподают везде, только лохотронство, кот в мешке, ничего толком не объясняют, не дают никакой информации. Но когда я сам уже прошел через это, я сам себе дал слово, что если я открою когда-либо курс свой, то у меня такого не будет. Что потом за моей спиной не говорили такое же, что я говорил по отношению к тем менторам, которые якобы обучали. Итак, вот новый день. Азия и Лондон. Что мы сформировали? На NASDAQ мы сформировали лоу дня. Здесь уже манипуляция вот в Лондоне, а здесь был фейл. Видите, здесь уже, вот тут была SMT дивергенция уже. Вот она. Здесь забрали лоу, здесь нет. Итак, помним, да, то, что у меня байс бычий. Так что я буду искать позиции только в лонг. А, это же среда. Я не торговал в среду. Сори. По-моему, да, я не торговал в среду. Я уезжал по своим делам. Я не мог. Да, я в среду не торговал. Но, несмотря на это, давайте посмотрим. Среда у нас байс бычий. Давайте сейчас прокрутим, как у нас вот уже Нью-Йорк открылся. Перейдем на М1. Можно было ли здесь поймать нам движение? Давайте посмотрим. Так. Опа. Итак. 9:29, осталась минута до открытия Equity Нью-Йорка. И что мы имеем к этому моменту? Так. Мы здесь сделали, смотрите, в азиатской сессии структуру мы сломали. Вот был здесь слом структуры.
тело мы пробили. Дальше мы спустились тут, если пройдем на старший таймфрейм чуть-чуть, на M15 вообще четко будет, я думаю. Итак, на M15, вот мы телом закрылись над этим уровнем. Здесь мы сформировали слом структуры. Так, у нас здесь в дискаунте есть SMT дивергенция, и цена приходит, тестирует вот этот наш ордер блок от M15. Вот он. И дальше мы идем вверх. Да, двигаемся вверх. Окей. Теперь еще раз. Так, есть ли здесь имбалансы? Здесь имбалансов нет. Но тут есть инверсионный имбаланс. Вот он. Помним, да, мы здесь ищем только вход в buy. Поэтому нам нужно отметить, откуда мы можем искать вход в лонговом направлении. Итак, давайте посмотрим. Вот, Нью-Йорк открылся. И смотрите, что здесь произошло у нас. Можно даже вот так сделать. Еще раз прокрутим. Вот у нас здесь образовался SMT. Мы протестировали вот как раз этот инверсионный имбаланс. От него оттолкнулись. И следующая свеча закрылась над предыдущей свечей. Вот здесь. Закрылись. Тут мы сформировали SMT еще плюс. Так, вот этот low здесь не был пробит, а тут мы обновили. Есть SMT дивергенция и импульсное пробитие buy сайда. Теперь нам нужно только найти здесь вход. Вход. Тут мы будем искать от имбалансов теперь. От теста имбаланса. Будем отмечать наши имбалансы. Вот первый. Так. Так. Вот второй. Второй имбаланс. И если цена вернется делать тест этих имбалансов, мы можем поймать вход. Окей. Первый тест. Ну-ка. Дальше спускаемся. Смотрите, что делает S&P 500. S&P 500 еще глубже падает, а NASDAQ нет. В принципе, можно отсюда открывать по рынку. Давайте попробуем открыть по рынку. Если цена еще отпустится, мы добавим позицию. И куда нам таргетироваться? Самое интересное. Самые ближайшие это вот эти low resistant ликвидность, самая ближайшая. Так, значит, таргет будет вот сюда. Но до этого у нас есть еще M15, здесь имбалансы должны быть. Зона сопротивления. Мы уже находимся тут, внутри этой зоны. Вот она. Окей. Дальше уже ничего нет. Дальше нет зоны сопротивления. Дальше только ликвидность. Если мы пробьем эту зону, все будет отлично. Так, тейк сюда. Это диапазон 15-минутного имбаланса. Мы с легкостью пробили этот диапазон. Все, теперь можно дополнять вход от теста этого имбаланса. Этот имбаланс у нас будет уже инверсионным имбалансом будет служить. Если цена вернется сюда, тестировать этот диапазон, можно открыть еще одну позицию. Не дошла. К сожалению. Но зато до тейка сейчас дойдет. Есть. Итак, вот. Если мы вошли здесь и стоп-лосс поставили бы за этот имбаланс, вот сюда, и тейк сюда, у нас был бы профит 1 к 10.
самое главное определить bias. Вот. Хоть я и не торговал в этот день, но bias был, мы bias правильно определили и зашли по направлению на основного движения bias, и вот у нас уже 1 к 10 профит есть. Если вы здесь рисковали бы, допустим, у вас $100 было бы на счету, и вы открыли бы здесь позицию, исходя от $100, рискуя 50, да, допустим. Вот здесь стоп-лосс вы ставите на $50. И вот это движение, когда дойдет у вас до таргета, 1 к 10. 1 к 10. У вас будет $500 уже в прибыли. То есть, рискуя 50, вы заработали 500. 1 к 10. Окей, дальше идем, посмотрим, как закроется этот день. Блин, 5-минутка быстрее будет работать. Вау, все. Вот наш день, теперь можно смотреть, как закрылся наш день. Опа. Итак, закрылись выше предыдущего дня, и здесь то же самое. Значит, по отношению к следующему дню у меня байс бычий опять. Так, ну-ка посмотрим теперь. Посмотрим. Это у нас 8, 9. 9 день, число 9. Угу. Так, здесь закрылись над. А что у нас на Dow Jones творится? А, вот Dow Jones нет. Dow Jones, смотрите, у нас есть SMT здесь, до сих пор сохраняется. Значит, Dow Jones не смог пробить. У нас есть SMT, дивергенция. Блин. И по отношению к следующему дню у нас два сценария. Либо продолжение этого бычьего движения, либо, так как у нас есть SMT с Dow Jones, либо шорты будут. То есть позиция нейтральная. Надо уже смотреть на то, что нам нарисуют в течение дня, и исходить из этого. Когда у нас один актив показывает лонг, другой актив показывает шорт, то это нейтральная позиция. Надо уже отталкиваться от того, что будут нам рисовать на графике в этот день. А так, смотрите, учитывая контекст, мы здесь уже создали очень большое расширение, дистрибуцию. И не было ни одного откатного движения. И вполне логично, исходя от контекста, предполагать то, что этот день будет в шортовом направлении. Хотя бы сделает откатное движение одно внутри этого дня. Понятно, да? То есть, когда у вас одно есть большое движение, расширение, то вы должны уже смотреть, читать контекст. Что вам здесь нарисовали, исходить от этого. Итак, смотрим, что у нас произошло в этот день. Это четверг, значит, Dow Jones не обновил. Посмотрим S&P 500. S&P 500 и NASDAQ забрали ликвидность предыдущего дня, то есть high предыдущего дня, и сразу же ушли внутрь. То есть это было сбором ликвидности предыдущего дня, импульсным движением, и опять зашли внутрь этого рейнджа. Вот. Посмотрим, что у нас сделала сессия Лондона. Итак,
Мы так и не смогли обновить. Мы сделали здесь на часовом таймфрейме, смотрите. Вот час, часовой таймфрейм. И у меня вот этот уровень циста. Это серия бычьих свечей. Вот тело. Это у меня цист. Вот он. Мы пробили этот уровень. Мы сделали поглощение брейкер-блока вот этого. Вот. Поглотили этот брейкер-блок телом вот этой свечи. И сформировали тут что? Имбаланс. На что это похоже? Это очень нам напоминает наш А плюс модель нашу. Да? Мы здесь забрали ликвидность полностью. Вот. Тут вообще, если так посмотреть, то тут мы забираем ликвидность. Смотрите, это среда, вторник, понедельник. Вот. Полный all-time high. То есть по IPDA lookback концепции ликвидность 3 дней. И вот этот 4-й день уже получается, четверг. То есть есть еще одно подтверждение, то что может здесь случиться уже разворот, потому что мы забрали здесь уже ликвидность 3 дней по концепции IPDA lookback. Опа. Так, это имбаланс. Отмечаю. Брейкер-блок мы поглотили. Цист был слом. Все есть у нас. Подтверждение. Теперь, так, где я был? Где я отсюда входил? Как раз, так. Вот отсюда. Это M5 таймфрейм. Окей, перейдем на M1. Давайте прокрутим до Нью-Йорка. Что нам сделает Нью-Йорк? Так. 9:30. Вот. Давайте быстро прокручу. Так. Перехожу на M1. Вот так сделаем. И теперь смотрим. Что мы тут создали, да, если посмотреть чисто по структуре графика. Вот это здесь видно, да, невооруженным глазом, то что это консолидация. Цена не уходила. Здесь мы находимся в диапазоне одного и того же рейнджа. Чтобы было прямо очевидно, видно вот этот рейндж. И цена двигается именно внутри этого рейнджа. Никуда не пробилась. Значит, это... Так, аккумуляция. И тут должно быть одно ложное движение. Должно произойти одно манипуляционное движение в одном из этих активов. Сейчас. Это M15. Так. Все, вот это манипуляционное движение. И тут на Dow Jones. Сейчас я увеличу. Уберу это. Смотрите. Вот equity Нью-Йорка. Да? Как я говорил, здесь консолидация. После консолидации должна быть одна манипуляционное движение. В одном из этих 3 активов. Все, манипуляции на S&P 500 не было, но было на... То есть на NASDAQ не было, было на S&P 500 и на Dow Jones. Вот, Dow Jones снял ликвидность Азии и Лондона. NASDAQ сделал фейл, он так и остался здесь внутри рейнджа. Что сделал S&P 500? S&P 500 также снял ликвидность Азии и Лондона. Вот. Значит, мы сформировали тут SMT-дивергенцию. Да. И тут можно было уже входить в шартовом направлении. Так, и где я выполнил вход свой?
Это М5, скорее всего, значит на М1 тут я вошел. Где-то вот здесь, наверное, скорее всего. Как только увидел первое манипуляционное движение, вот оно здесь было, увидел то, что NASDAQ не сделал ничего, все, открыл позицию в шорт. И теперь важный момент. Помните, да, у нас предыдущий день байс показывал лонги. Но я здесь вхожу в шортовом направлении. Почему? Потому что здесь уже делаю анализ от контекста. Контекст. Если цена намерена дальше продолжать лонговое движение, то вот это пространство, оно должно сбалансировать. А как мы видим, вот этот большой длинный рейндж, он не был сбалансированным. Поэтому я же здесь уже, исходя от контекста, работаю в шортовом направлении. И таргет у меня, первый таргет, вот эти равные лои. Так. Вот эти равные лои, видите? Это первый take profit. М5, да. Вот тут я вошел. Стоп можем ставить уже вот это за этот хай, потому что здесь у нас сформировался SMT. Самый лучший стоп, где это за SMT. Take profit сюда. Первый таргет сюда ставим, а второй таргет вот сюда. Так. Это будет вот этот swing low, да? Уровень 24 970. Так. Давайте посмотрим, как цена дальше будет двигаться. Опа. Сейчас. Смотрите. Вот здесь у нас эта свеча displacement. Мы создали тут имбаланс, который не протестировали. Это уже будет у нас breakaway gap. Имбаланс, который не был протестирован. Дальше. Вот тут мы создали еще один маленький имбаланс, видите, вот. И тут же протестировали его. Второй вход можно было вот здесь выполнять. Вот имбаланс. Закрылись телом ниже этого уровня. И в обратном тесте этого имбаланса можно было открывать позицию. Так. Можно вот так сделать. Давайте дальше. И смотрите, как цена теперь себя ведет. Помните этот breakaway gap? Первый имбаланс после открытия equity. Это у нас first presentation breakaway gap. То есть first presentation gap. Вот. Помните, я вам говорил то, что именно первый имбаланс после открытия equity является сильным уровнем, который всегда удерживает цену. И как мы видим, вот цена опять возвращается, делает тест этого диапазона и опять отталкивается, получается отсюда реакцию и дальше уже начнет падать. Я искал много информации по этому First Presentation Gap на русском сегменте, но нигде толком ничего не нашел. Вообще, да, как это определяться. И вот, можно сказать, эксклюзивное у меня. Так. Тут мы закрыли Take Profit, мой первый тейк закрылся. Второй тейк, помните, да, куда я ставил? Так. Вот это low был, по-моему. Да. Давайте прокрутим еще раз. На М5, М5.
Есть. Вот этот таргет тоже отработал. И в общей сложности у нас был бы РР 1 к 12, можно, грубо говоря. Вот. Отработали. И теперь давайте посмотрим. Так, вот это наш dealing range, потому что здесь забрали ликвидность. Это dealing range low, dealing range high. И как мы видим, цена отпустилась в дискаунт. Теперь посмотрим здесь имбаланс. Видите? Опа, 15-минутный имбаланс. Протестировали имбаланс в дискаунте и отсюда получили реакцию. Все просто. Цена всегда ходит от дискаунта в премиум, от премиума в дискаунт. От дискаунта в премиум, от премиума в дискаунт. Самое сложное это определять, где премиум, где дискаунт. А для этого вы должны знать, что такое dealing range. Как только вы будете знать, что такое dealing range, остальное не будет уже составлять сложности. Окей, давайте прокрутим, закончим этот день. Этот день мы проторговали, все было отлично. И все, вот видите, после того, как цена здесь сделала тест, все ушло. Потому что таргет был именно вот здесь. Все, цена развернулась, она выполнила свою функцию, дальше разворот и закрытие дня. Все, день закрылся. Теперь давайте посмотрим bias по отношению к нашему следующему дню. Так. Опять дневная свеча. Переходим здесь тоже на день. Смотрим, что у нас здесь сформировано. Так. Смотрите, здесь SMT уже есть внизу, потому что тело свечи мы забрали на S&P 500, а на NASDAQ нет. Но мы не пробили, не закрылись выше телом предыдущего рейнджа. Видите? Вот он. Вот. Значит, по отношению к следующему дню у меня bias шортовый. Почему? Потому что мы не смогли укрепиться телом над этим уровнем. Мы все равно внутри этого рейнджа. Понятно, да? И плюс у нас еще посмотрим, что было на Dow Jones, что он сделал. Dow Jones то же самое. Он не смог укрепиться телом над хаем предыдущего дня. Так что по отношению к следующему дню у меня bias шортовый. И теперь самый интересный момент. Это у нас четверг. Давайте посмотрим, как цена вообще двигалась до четверга у нас. Сверим наши активы. Так, часовой таймфрейм. Смотрите, здесь. Так, перейдем здесь тоже на H4. Так, где у нас понедельник тут? Вторник. Так, это четверг, среда, вторник, понедельник. Вот отсюда у нас начинается неделя. Сейчас я отмечу. Значит, вот она. Отсюда начинается, да? И здесь тоже сейчас отмечу. Четверг. Вот, начало недели нашей. И теперь смотрим, как цена здесь двигалась. Это очень интересный момент. Именно благодаря этому я и предсказал, сделал прогноз, что в пятницу будет падение. Вот начало недели. Теперь я отмечаю high и low недели. Видите, вот это previous day high, low. Вот PDH и PDL. Вот он. Previous day high тут, а тут previous day low. Вот. Что сделала цена? Забрала и high, и low. Да? Дальше идем. Вот уже high
вторника. Опять previous day high. Здесь previous day low. Previous day low. Что делает цена? Забирает high. Так. Забрали high. Так. Здесь. Тут, смотрите, осталось чуть-чуть, но на NASDAQ все противоположно. Видите? Тут наоборот. То есть у нас глобально большой SMT формируется уже. В четверг мы опять, вот здесь был high четверга, забираем, закрываемся внутри. И тут формируем еще один low, вот этот low предыдущего дня. Так, previous, где PBDL, вот он. И теперь смотрим, где у нас ликвидность накапливается. Вот тут еще один low у нас. Вот. Это тоже low предыдущего дня, previous week low. Вот он. Можно сказать, да, вообще previous week low, вот тут. А так, low пятницы. Смотрите, ликвидность пятницы мы здесь тоже забрали. Вот она. Полностью идет очищение buy сайда, но накапливается ликвидность в sell сайде. И учитывая, что у нас это первая неделя месяца, аккумуляция, и плюс к четвергу стало ясным то, что это профиль недели Seek and Destroy, потому что мы забираем buy side, sell side, buy side, накапливаем ликвидность. И к четвергу было уже ясно то, что это Seek and Destroy профайл, если Seek and Destroy, то мы должны забрать вот эти лои тоже. Поэтому в пятницу уже было очевидно для меня то, что мы будем падать вот сюда. И поэтому я отметил это все вот таким вот образом. И в закрытом телеграм-канале я скидывал ребятам то, что вот у нас формируется Seek and Destroy профайл. Сейчас я вам покажу это. Вот наш закрытый канал, где мы со студентами. И вот 9 число, вот я отметил. Еще 10 не было, это четверг. Я говорил, отмечал то, что цена, вот она, куда будет нацелена в пятницу, в следующий день. Вот. Такой сценарий сейчас имеет большие шансы. Это было написано 9 октября. Вот оно. Окей, переходим теперь к пятнице. Как цена здесь начала формировать наш день. Я сразу Азию, Лондон прокручу. Так, здесь это уже можно отодвинуть. Смотрите, что мы сделали. Вот Азия и Лондон. Азия и Лондон, они просто были в консолидации. Здесь была манипуляция. И в пятницу у нас был Double Purge AMD. AMD Double Purge. Мои студенты знают, что это такое, да? И когда у вас есть этот профайл AMD Double Purge, все, дальше вам остается только забирать тейк-профиты. И что делает пятница? Забирает опять previous day high. Вот он. Забираем и сразу закрываемся внутри. Возвращаемся внутрь диапазона. Это четверг был. Вот моя отработка в четверг. Вот пятница. Вот цена забрала ликвидность. Я сразу здесь зашел в позицию. Минутный таймфрейм. 10 число.
И тут сейчас пройдем, давайте на минутку. Вот тут я уже открыл позицию, вот здесь. Почему? Потому что вот это движение, когда Нью-Йорк открылся, и он сразу пошел вверх, это я воспринял как манипуляцию. Манипуляция, потому что вот тут у нас была уже аккумуляция. Аккумуляция была, и это было манипуляцией. Сначала манипуляция с sell-сайда и buy-сайда. Double purge. И как только открылась вот здесь новая свеча, я открыл позицию в шорт. Так. Вот отсюда вход, вот сюда поставил стоп. Вот сам за свой же хай. И первый таргет у меня был здесь. Так, где он? Вот. Вот этот лоу, который был манипуляцией. Вот этот лоу был. Take profit 1. Давайте посмотрим, как цена здесь двигалась. Теперь опять еще раз отмечу. Вот первый имбаланс после открытия equity. Вот он. First presentation gap. Здесь уже цена упала. Но самое главное, смотрите, этот уровень, как я и говорил, очень хорошо отрабатывает. Первый имбаланс после открытия, то есть здесь уже нет, первый имбаланс был, где он? Вот тут был. Вот он. По отношению, если мы работали бы в лонг. А тут уже после сбора ликвидности, это уже А плюс модул. А плюс модул. Displacement, который образовывает имбаланс. И этот имбаланс прям сильно удерживает цену. Вот он. А здесь first presentation gap, можно сказать. Вот он. First. FVG. И как мы видим, этот диапазон очень сильный. Вот это движение было просто, чтобы снять ликвидность вот отсюда. С sell side. Вот это движение было для того, чтобы снять ликвидность отсюда. А так этот уровень очень сильно удерживал цену. Видите, цена не могла пробить этот уровень. First presentation gap. Окей, первый таргет у меня вот здесь отработал. Второй был... Так, вот лоу предыдущего дня. Вот это было. И третий, вот. Здесь было. И цена моментально здесь отработала. Сейчас покажу вам скрин. Вот тут я отметил вот. Здесь IFEG, инверсионный имбаланс, то же самое удерживает цену. Прям четко, видите? Вот инверсионный имбаланс. Вот мои таргеты. Вот take profit. Все таргеты были отработаны. Вот открытие, закрытие. И таким образом, эта неделя прям отлично отработала. Теперь, если пройтись по квартальной теории, квартальная теория прям тоже здесь отлично себя показала. Я делаю анализ по квартальной теории, всегда делаю анализ. Так, сейчас. Вот тут у нас неделя начинается. Здесь понедельник вот наш.
Вот понедельник. Дальше вторник, среда, четверг и пятница. Так. Четверг и пятница. По квартальной теории в понедельник уже было ясно, что эта неделя будет формироваться у нас по модели XAMD. Вот так. Вот таким вот образом, да. Если XAMD, то вторник у нас был аккумуляцией. Аккумуляция, если была, вот я отмечаю buy side, sell side аккумуляции. И в среду, если во вторник была аккумуляция, в среду у нас день манипуляции по квартальной теории. И вот мы забираем buy side в манипуляции. Дальше у нас должна была быть дистрибуция. Но в четверг цена сделала просто откатное движение, но дистрибуция началась в пятницу, когда мы забрали вот это полностью, очистили buy side. И вот здесь началась уже у нас дистрибуция. И дистрибуция, должен сказать, то, что у нас была прям очень сильной, мощной прям цена. Я ожидал, конечно, но не ожидал, что настолько упадет цена. О, успешность 100%. Когда вы делаете бэктесты, вот старайтесь вот такого, чтобы у вас на бэктесты такое у вас было. Прибыль 1400. Лучшая сделка 1400. Это вот это за один день. Окей. И вот мы закрылись тут. Теперь анализ по отношению к следующей неделе. Чего я ожидаю? Так, начнем с месячного. Так. Так, это начало месяца. И так, давайте посмотрим еще Dow Jones тоже глянем. Dow Jones. Все одинаково, почти здесь ничего такого еще пока что. Ага. Все активы находятся внутри рейнджа еще. Видите? Вот рейндж предыдущего месяца. Цена находится внутри рейнджа. Это, можно сказать, начало шортового тренда, можно сказать. Итак, мы должны здесь отметить, что месячный таймфрейм. На месячном самый ближайший пой у нас вот тут. Вот здесь имбаланс. Вот этот. Если цена начнет медвежий тренд, то цель этого медвежьего тренда на месячном таймфрейме будет первый вот этот пой. Вот. До этого у нас нет ничего, никаких этих. Итак, я отмечу это как FVG monthly, месячный. Переходим на недельный таймфрейм теперь. На недельном самый ближайший пой, где у нас, мы должны отметить это все. На недельном. Вот этот имбаланс. Недельный. BC. Так. Вот он, недельный имбаланс. Мы уже зашли, протестировали его. Тут на S&P 500 мы вообще пробили даже этот уровень. Видите, это диапазон недельного имбаланса. Мы еще ниже спустились. Так. Тут. Здесь нету. Здесь только вот ордер блок. Вот этот.
недельный ордер-блок. Цена еще не достигла этого уровня. Так что мы уже находимся здесь в диапазоне имбалансов недельных. И теперь, если исходить от квартальной теории, вот эта неделя у нас была аккумуляцией, то следующая неделя будет манипуляцией. И манипуляция будет, скорее всего, на sell side. Вот такое движение должно быть. Манипуляция здесь и потом дистрибуция. Лонг. Если манипуляция, то либо вот этот недельный имбаланс должен удержать цену. Если он не удержит, цена еще ниже упадет, то следующий это будет вот этот диапазон ордер блока. Либо этот ордер блок, либо вот тут брейкер. Да. Вот этот брейкер блок. Вот. Это уже будут пои, которые должны удержать цену и дать реакции на лонги. Так что следующая неделя будет манипуляцией. И потом на следующей неделе можно ожидать разворот. Начало бычьего тренда. Все, на прогноз у меня такой. Спасибо всем за то, что были здесь, смотрели. Если будут вопросы, задавайте. Если кто хочет обучиться именно этому делу, полностью углубленно читать графики, правильно читать алгоритмы, то добро пожаловать. Жду у себя в менторшипе. Наши двери всегда открыты. Всем желаю удачных выходных. Всего доброго. До свидания. Хороших выходных вам.